Добро пожаловать в мою магическую студию Евгении Пчелинцевой. Я совсем немного перепрофилировалась и теперь готова обучить вас секретным магическим знаниям, которых никто, кроме меня, не знает. Я еще только в начале своего пути, поэтому предлагаю вам поставить лайк. Одним лишь только взмахом волшебной палочки я запрограммирую вас, ассистент-палочку. Ассистент. Да ёлки. Чёртовы эти ассистенты. Все нужно делать самой. Одним лишь взмахом моей волшебной палочки я запрограммирую вас на удачу. После просмотра этого видео вы больше никогда не испытаете неудобств от того, что ваш клиент опаздывает или отменяет запись. Вы запрограммированы на удачу. Дурачки поверили. Конечно, я не знаю никаких вообще секретов. Вы поняли, конечно, что это все была шутка, и никакими магическими знаниями я, к счастью, не обладаю. Но зато у меня действительно есть реальные знания, у меня есть широко универсальные рецепты, а также разнообразные методы. Так вот, сегодня хотела бы с вами поговорить об опозданиях и отменах записи. Наверняка каждый с этим встречался, или если вы только самый начинающий мастер, еще встретитесь, поверьте. И в таких ситуациях существует огромное количество подходов, от самых лояльных до резко радикальных. Каким образом поступать, я предлагаю здесь нам сегодня разобраться, заняться рассуждениями, и, возможно, вы либо выработаете какой-то новый подход к ситуации, либо, возможно, каким-то образом скорректируете нынешний, который вы уже используете. Ведь вроде бы все ясно и понятно. Есть запрос на услугу, то есть клиенту нужны ресницы. Есть мастер-исполнитель, который готов эту услугу оказать. И есть время, есть даты, которую клиент может выбрать, записаться. Это будет удобно и мастеру, и клиенту. Приходи, записывайся и, собственно говоря, радуйся результату. Ну, конечно, можно и не радоваться, потому что там как получится. Прежде чем начнем, я попыталась, честно, разобрать эту ситуацию с как можно большим количеством нюансов и деталей, но у меня, к сожалению, не получилось. То ли потому, что я не могу структурировать правильно, чтобы это было легко к восприятию большой объем информации, то ли потому, что действительно вот каждая ситуация, она реально требует индивидуального подхода, и решать ее нужно только зная конкретные детали происшедшего. Давайте все тогда упростим до взаимоотношений клиента, заказчика и мастера-исполнителя. Ведь по большому счету не имеет значения, кто должен быть ответственный, правда? Мастер или клиент. Оба должны быть ответственны. Ведь, согласитесь, вы бы не хотели получать недобросовестные, некачественные услуги. Наверняка не хотели бы приходить и получать технически неправильную процедуру, или к вам было хамское отношение персонала, или какой-либо официант, например, обслуживал вас в безобразной грязной форме, а повар готовил эти блюда, которые просто непригодные для еды. Водитель такси кричал бы на вас, и что не знает, куда ехать, и намеревался бы вас выбросить из машины. Таких примеров огромное количество, их можно перечислять бесконечно. Причем, что я вообще понимаю и достаточно лояльно отношусь ко всему. Бывают действительно ситуации, когда, вот вы были в какой-то день, наверняка вы вспомните такой день в своей жизни, а может и несколько, когда вы были просто невыносимы, вы реально кому-то нагрубили, кому-то нахамили, где-то со своей работой не справились, где-то вы в каком-то вообще непонятном состоянии, с каким-то внешним видом неопрятным выходили на улицу, получали там от сотрудников или от начальства, от кого угодно кучу замечаний.
негативных отзывов. Наверняка вспоминаете, что было такое. Ну, как бы ничего страшного, просто бывают такие дни, когда вот они вот таким вот образом складываются, и по большому счету, если это один день из там множества, то это никаким образом, конечно, никого не характеризует. Однако, если каждый день, конечно, ваш похож на то, что я сейчас описала, то тут, к сожалению, уже не до смеха, и тут уже даже задумываться поздно, нужно срочно принимать активные меры. Из всего вышеперечисленного следует однозначно одно, что на шкале между правотой клиента и мастера клиент все равно будет иметь перевес. Позиция клиент всегда прав, выигрышнее, чем говорить мы сами все без вас знаем, сами разберемся, не лезьте к нам, мы все и так умеем без вас. При этом я вообще не считаю, что мастер это какая-то там прислуга, и они обязаны вот все удовлетворять, любые пожелания там клиента и все терпеть, все такое. Конечно же нет. Мы все равно должны себя уважать, мы мастера, мы дарим клиентам красоту. Ну, кто-то, конечно, может подарить мне красоту, а там причинить боль, обиду, какое-то страдание, унижение, все такое. Но это снова нас возвращает к вопросу о некомпетентности. Так как же быть вот нам, мастерам? Смотрите, есть несколько подходов. Первый – это вы сами не против опаздывать, задерживаться, какие-то делать постоянно переносы, замены и так далее. Тогда вполне приемлемо то, что ваш клиент ведет себя так же. Здесь абсолютно нет никакого противоречия, и совершенно неуместно будет вам, как мастеру, предъявлять клиенту за его опоздание там или перенос записи в любой форме. Второй подход – вы крайне лояльно относитесь к клиенту. И от этого, к сожалению, вы несете и материальные, а самое главное, моральные потери. Поступаться своими принципами, ценностями – это очень тяжело, и долго вы этого сделать все равно не сможете. Либо вы абсолютно подавите свою личность, либо у вас на какой-то момент все внутри взорвется, вскипит, и будет очень сильный конфликт. Тем более, что от чрезвычайной лояльности клиентам иногда начинает казаться, что можно вообще не приходить. Чего там, я передвину, позвоню. Ой, у меня там что-то сегодня не получается, я не успеваю. Если это, конечно, происходит из раза в раз. И в какой-то момент вы просто можете настолько разозлиться, там, ах ты, блин, не успеваешь. И пошло-поехало. Третий вариант – это вы, что называется, зеркалите поведение клиента. Например, назначаете там дату, время, и потом специально начинаете переносить или отменять, или поступать таким же образом, там, опаздывать, как с вами поступила клиентка. Вообще такой термин называется изопраксизм, и в целом он даже носит положительный характер в себе, он означает копирование движений, поз, голоса и там мимики. Это очень широкое понятие, и как бы глобально его можно использовать даже, чтобы расположить к себе собеседника. Но в нашем случае здесь не о расположении речь, а напротив о том, чтобы расправиться уже с ненавистными отменами записи и опозданиями. И тут несколько, опять же, вариантов исхода. Первое, клиентка думает: о, классно, она тоже опаздывает. Ну все, тогда все нормально, все в порядке, я могу и так же дальше себя продолжать вести, все в порядке. И вы, в свою очередь, начнете скатываться в то, что я уже говорила. Вы постепенно начнете и сами вести такой образ жизни, что для вас будет опоздание и отмена записи уже нормой. Такая дорожка, она незаметная, но можно очень быстренько по ней скатиться в как раз-таки некомпетентность, то, что касается пунктуальности вашей. А еще вариант, клиентку может в какой-то день это очень сильно взбесить, потому что, например, перед каким-то мероприятием или еще что-либо она рассчитывала на вас, вы не приходите, соответственно, или отменяете запись, и тут она может очень резко среагировать. Я абсолютно не знаю, на какой это получится, на первый раз вашего опоздания намеренного или на третий раз какой-то отмены, но есть такая вероятность, что ее это когда-то все равно же это взбесит. И в один из таких дней, когда вот вы пожелаете ее проучить, она от вас откажется просто-напросто. И здесь, смотрите, какая штука, вы не сможете аргументировать свое опоздание или свою отмену записи ее прошлыми какими-то проступками и опозданиями.
Следующий исход, который максимально ровный и спокойный, это когда вообще ничего не произошло. То есть, ну, вы отменяете запись, там, опаздываете, то есть зеркалите поведение клиента, но в целом ничего не происходит. То есть все как было, так и есть. Клиентка вообще ничего не заметила, она вообще не поняла, что произошло, и вашего протеста получается, что никто не увидел. И вообще понимание, что делать дальше, оно теряется. Клиент от этого ничего не поймет, и никаким образом его поведение не изменится. Но тут вот все хотя бы очень спокойно, потому что в отличие от следующего пункта, там уже вступление в открытый конфликт. Вы делаете клиенту какую-то вот такую неприятную ситуацию, как вроде бы она вам делала, клиент предъявляет, соответственно, вам претензию, и начинается: а ты сама помнишь, ты тогда, то-то-то, и все, и вы зацепились, и пошло-поехало. Эту историю уже не остановить. Здесь я очень боюсь дальше развивать мысли, потому что очень много таких прям резко негативных историй, как это все может закончиться. Я поэтому боюсь, я больше об этом здесь говорить не буду, скажу только одно. Эта позиция однозначно тоже проигрышная. Но у меня вроде бы есть решение этих ситуаций. Первое – это самодисциплинироваться, держать себя в рамках и всегда, что бы ни происходило, вести себя уважительно по отношению к клиенту. И не давать себе ни одного шанса как-то некрасиво поступить. Поступить плохо. Она-то мне тогда так, а я-то вот сейчас ей как. Выполняйте просто свою работу хорошо, не допускайте каких-то тотальных, фатальных ошибок. А при допущении этих ошибок никто из нас от них не застрахован. Будьте готовы их принять, заметить и, соответственно, устранить. Второе. Если вы увидели регулярность в этих опозданиях, постоянные отмены, постоянные опоздания, попробуйте поговорить с клиентом. Не попробуйте, точнее, а поговорите с клиентом. Объясните, пожалуйста, ей сложности, вот с чем вы сталкиваетесь, когда она опаздывает или отменяет запись. Например, ожидание следующего клиента. Наверняка ей было бы неприятно сидеть и ждать вас, да, по 15, по 20, то и больше минут, потому что вы еще предыдущую не доделали. У каждого свое время, каждый должен ложиться в свое время и вставать, не задерживая друг друга. Отсутствие вашего перерыва, обеда, там, не знаю, ужина, все что угодно, объясните, что вы тем самым можете не получить свой заслуженный отдых, который вам просто-напросто необходим. Возможно, вы даже испытываете какие-то физические трудности, и вам, кроме того, что нужно делать перерыв после каждого клиента, вам еще и в течение процедуры нужно делать перерывы. Невозможность переноса записи на какие-то другие дни. Может быть, просто-напросто реально нету времени. Также может быть ваше опоздание из-за ее опоздания. То есть все равно мы планируем свое время таким образом, что нам и самим бывает нельзя опоздать на свою процедуру, на свою какую-то запись, по своим делам. Здесь я не знаю дальше, вы можете предлагать совершенно свои любые причины, по которым вы испытываете сложность. Опять же, я не знаю, что для вас большое опоздание. Для меня, например, посидеть 10-15 минут, подождать клиентку, это гораздо лучше, чем сидеть потом 1,5-2 часа вообще без работы. Подумайте об этом. Есть система, конечно, предоплат, но чаще всего практика показывает, что этот метод прекрасно можно игнорировать, и, соответственно, дисциплинировать он не всегда способен клиента. После такого разговора что-то должно происходить. И финальное, что третье нужно здесь сделать, это есть люди, которые не способны вас понимать. Они не то, что не способны вас понимать, они даже не способны выполнять договоренности. Они не готовы менять свой привычный, хаотичный вот этот вот уклад жизни. На этом этапе нужно сделать выбор. Здесь выбора два. Один из которых отказать клиенту. Отказ должен быть заблаговременный, в вежливой форме, но четкий отказ. Вы поймите, что передумать вы потом не сможете, иначе этот метод вообще теряет свою эффективность, и типа нагонять страху и кошмарить клиента тем, что вы больше принимать не будете, но это немножко глупо и смешно, но и несерьезно, в общем-то. Поэтому такой выбор нужно совершать и думать о нем очень долго, но приняв его, делать это категорично. К слову, за последние 2 года у меня было всего лишь 2 вот таких отказа клиентам, с которыми мы больше не работаем. И эти отказы по полгода могу принимать.
Второй выбор — это уже все просто оставить так, как есть, и работать с этим клиентом. Просто знайте, что он такой, она такая. С ее отменами, с ее опозданиями, там, я не знаю, больше просто не жаловаться на происходящее, а просто работать. И не ждать никаких изменений, которые, конечно, в теории могут произойти по каким-либо угодно причинам, может быть, даже не зависящим от вас, а может, они вообще никогда не произойдут. Таким образом, вы просто проходите 3 этапа. Первое, вы ориентируетесь на себя, на свою работу, вы компетентный мастер. Второе, если вы замечаете, что что-то идет не так, клиент постоянно отменяет, постоянно опаздывает, вы с ним разговариваете по этому поводу и приводите веские аргументы и доводы, почему вам сложно, и пытаетесь призвать ее к тому, чтобы она вас поняла и прекратила это делать. Третье, если ничего этого не помогло и продолжаются опоздания и отмена записи, то, соответственно, вы можете либо совсем отказаться от клиента, но сделать это очень уважительно, но категорично, либо просто-напросто работать дальше с этим клиентом. Мой подход, он достаточно лояльный. Он позволяет не терять уважение к себе в первую очередь как к мастеру. Я даю клиентам право выбора, я даю им, ищу лучшие для них места, даю право выбора самых удобных для них мест. Реально готовы переносить, если что-то случилось, или делать внеурочные записи, например, очень рано там, или поздно, неважно по времени. Укладываюсь во все временные промежутки, которые у нас обозначены, делаю безопасными методами и, соответственно, безопасными материалами процедуру. То есть, если подытожить, в общем-то, считаю себя компетентным мастером. Если посчитать количество процедур, начатых не своевременно, они просто-напросто растворятся в процедурах, которые начаты вовремя. У меня просто есть привычка готовиться заранее. Я готовлю место с вечера и на утро уже прихожу на подготовленное, но все равно прихожу заранее за 10-15 минут. Иногда вообще не знаю зачем, просто там сижу, непонятно чем занимаюсь, но все-таки есть такая привычка. Другой вопрос в клиентах, ну, вам же, вот вы же сами выбрали это время, да? Вы же сами выбрали эту дату, ну почему вы не можете прийти вовремя? Здесь вот нужно мастеру лучше понимать клиента, найти какой-то подход. Если этот подход, опять же, не получается никаким образом, ничего нет страшного в том, что вы можете отказать клиенту в процедуре. С людьми, которые меня не уважают, я перестала работать. Но опять же, это за 2 года буквально 2 случая. А некоторых я и до сих пор сижу и жду по 15, по 20, по 30. Есть такой подход, который нужно найти клиентам, при этом не потеряв себя. Я еще только в начале своего пути, поэтому предлагаю вам поставить лайк